Вітаю в ефірі інтерв'ю з кандидатом про головне. Сьогодні про головне ми будемо говорити з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою. Вітаю. Вітаємо. Пане Зеленський, почнімо, напевно, спочатку, від моменту висунення. Ви вже майже 3 місяці повноправний учасник української політики. Так. Як вам всередині української політики почувається? Если бы я знал, что будет так, я все равно бы, конечно, сделал этот выбор. Правду говорят, что как только начинаешь заниматься политикой, те люди, которые были в близком круге, простите, что не с такого позитива начинаю, в близком круге, во втором круге, приятели, в общем, проявляются с другой стороны. И действительно, в общем, некоторые люди, которые были приятными, стали... Не, я просто стал к ним спокоен, не хочу никого ображать, не хочется. А люди, от которых, допустим, никогда не ждал поддержки, вдруг оказались крепким плечом, таким здравым умом, подсказчиком. Стал гораздо ближе к семье. Справді? Да. Дело не в чувствах. Естественно, я люблю свою семью и всегда любил. Но дорожу сейчас каждым моментом. Правда, каждым днем. Каждой встрече с моей любимой семьей. Правда. Никогда не думал, что это так... В общем, это так дорого, так важно. И это мои самые близкие люди. Я откровенно говорю, что что это самые мои близкие люди, я понял благодаря именно политической, всей этой гонки. Вот эти глотки воздуха, я ими очень дорожу. Так что политике в каком-то смысле я и признателен. Расставила все точки над «и». Ну, раз ви заговорили про сім'ю, Володимир, то я спитаю вашої дружини Олени. Олена, а ви одразу розділили і сприйняли рішення чоловіка балотуватися? І взагалі, ви пам'ятаєте той день, коли вперше, ну, я так розумію, в цьому будинку, чи де це прозвучала ця ідея? Ви пам'ятаєте, як це все було і яка була перша ваша реакція? Я помню, я сейчас пытаюсь вспомнить, вообще, кто первый. Первый начал? В соцсетях написал, вот нам бы такого президента. Я бы хотела этого человека сейчас найти, кто эту идею вообще зародил. Потому что это все извне пришло, какие-то люди постоянно откуда-то этот месседж бросали, а вот не хотите ли вы, а попробуйте, попробуйте. Когда тебе долго об этом говорят, года 3, наверное, это уже продолжается, конечно, как начинает кому-то приходить в голову эту идею реализовать. Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект, даже это не проект, это другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь. Не самые ранние свои планы, когда все это там с кем-то обсуждалось из коллег, из близких соратников. От меня это немножко, наверное, не скрывали, не могу сказать, скрывали, просто оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала. Я успела привыкнуть к этой мысли, когда мне уже объявили, что, наверное, мы попробуем. Я была готова уже смириться с тем, что придется немножко поменять свою жизнь семьи на какой-то период. Ну и опять же, если человек такой целеустремленный, как Владимир, себе что-то придумал, сложно сопротивляться, но бесполезно на самом деле. Я могу препятствия какие-то создавать, портить настроение, не поддерживать, но это не конструктивно, это неправильно. Поэтому в тот момент, когда я поняла, что решение принято, дорога выбрана, уже с этого момента стараюсь держать себя в руках, успокаивать, как-то консолидировать позитивные все флюиды в одну точку, чтобы как-то немножко негатив снимать. Ну, не знаю, мне кажется, пока получается. Ты молодец. Да? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Тебе тоже. Олена, ну у вас є всі шанси стати першою леді. Я не повірю, що ви Даже про це если не я думали. проиграю? Я сказала, що є шанси, Це інтересно. зважаючи на останню соціологію. Я так думаю, що ви, напевно, про це думали. Я розумію, що ці думки не займають все ваше життя, але я думаю, точно ви думали про перших леді. І, напевно, ви знаєте, є такі перші леді, які взагалі зробили своїх чоловіків. Ну, Хіларі Клінтон завжди казала, якби не я, то не було би Біла Клінтона. Відома історія.
історія. От, і це і Мішель Обама, це як би ми не ставились до Горбачова, це і Рейса Горбачова. Дуже багато перших леді займаються благочинною діяльністю, дуже багато там Хіларі Клінтон, наприклад, започатковувала навіть медичну реформу. Якою ви собі себе уявляєте першою леді? Очень сложный для меня сейчас вопрос. У нас еще есть немного времени до того, когда надо будет осознать, что ты первая леди или нет. Я пока взяла себе в жизни тайм-аут для того, чтобы пока об этом не думать. Я знаю, что это сложная роль. Я могу сейчас погрузиться в поток информации, которую я должна изучить, понять, впитать и сделать какие-то выводы для того, чтобы быть достойным человеком рядом. Мне все-таки кажется, что первая леди не обязательно должна брать на себя какую-то главную роль в этой ситуации. Мне кажется, этот тандем должен повторять то, что происходит в семье на самом деле. У нас в семье есть лидер. Я помогаю, поддерживаю как могу, но мне кажется, перетягивать одеяло внимания на себя, это было бы абсолютно неправильно. Не хочется. Знаете, когда кто-то берет на себя ответственность, это очень удобно, это здорово, и не надо сильно нервничать. Я пока стараюсь, честно говоря, об этом не думать. Придет время, ну, во-первых, не люблю загадывать, а во-вторых, придет время, вопросы надо решать по мере их поступления, мне кажется. От Володимир згадував, що ви один з сценаристів «Кварталу». Да. Будете писати промови президента? Чи редагувати хоча б? Редагувати Спичрайтер. буду, да. Конечно. Она шикарная Жалко, редактор. что нельзя во время промовы сразу редактировать. Я бы Можно. занялась. Що ти сказав? Що ти таке говориш? Да, это... Володимир, ну ви знаєте, коли я вперше, наприклад, почула про те, що ви збираєтесь балотуватися, у мене перша думка була така: а йому не страшно? Вам не страшно брати на себе відповідальність за багатомільйонну країну? В 2014 году, вы знаете, это если продолжая речь, отвечая на ваш вопрос и продолжая мысли, которые сказала моя супруга, в 2014 году, я вам честно говорю, понятно, была страшная трагедия, все были опечалены, все помогали, как могли в обществе. Но был какой-то такой эмоциональный подъем и ощущение, что все, коррупция, старая власть, все ушло в никуда. И впереди нас ждет, ну, простите за такую фразу, значит, такое светлое будущее. Скажем вот так. Мы все в это очень сильно верили. Это правда. И есть два пути помогать. Ты либо идешь в политику и что-то пытаешься менять. Позвал в гости к себе так, на Банковой президент и сказал, что вот, давайте к нам в список. Я говорю, нет, спасибо большое, я на своем месте буду это делать. Создался проект «Слуга народа», в котором мы нарисовали все свои мечты. И было ощущение, что вот это все, что мы там нарисовали, мы придумали, вот такая будет наша страна. Пусть она для нас будет эмоциональным подъемом, а для политиков, может быть, простите, пожалуйста, мы не такие опытные, профессиональные, но пусть это будет дорожной картой. Но, к сожалению, как бы это там банально не звучало, политическая элита смотрела на этот сериал, аплодировала, а кто-то даже пускал слезу. Вот, одной рукой, значит, там, переключая, ища в поисках очередной серии «Слуги народа», а другой рукой продолжали делать, значит, те схемы, которых мы с вами прекрасно знаем. И вот это ощущение, что я не понимаю, что сделаем. Или жизнь, та, которую мы себе нарисовали, длится 24 минуты в день, это размер серии «Слуги народа», или ты можешь что-то сделать, попытаться.